Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Прошло еще несколько дней на разводне. Уже весна в полном разгаре, так скажем, потеплело на разводне. И сегодня мы пробежимся, посмотрим на рыбок, как они себя чувствуют. Вот вам показываю сразу компанию меченосцев. По-прежнему они здесь в отдельном аквариуме внизу. Температура воды уже 24-25 градусов. То есть рыбка вообще великолепно себя чувствует. Меченосцы развиваются хорошо. Яркость уже полностью набрали. Кушают все корма. Хорошо растут и развиваются. Идемте дальше посмотрим. Так, смотрим на втором ярусе молодежь у нас. Когда-то мы их сюда заселили. Их здесь казалось так мало. Они такие были все мелкие. Вот гуппи, красная тернеция, анциструсы. Они примерно одновременно были все сюда заселены. Ну вот видите, прошло время. И рыбка значительно подросла. Гуппи вообще уже такие самочки, готовые рожать. Самцы полностью окрашенные. Ну, вся рыбка развивается нормально. То есть они меня тут увидели, уже понимают, что будет сейчас вечернее кормление. И все находятся у передней стеночки. Чувствует себя рыбка нормально. Так, наши пожилые тернеции. Вон одна какая-то такая. Что-то ей там поплохело. Ну, ссылаемся на их возраст, конечно же. Рыбкам уже почти 2 года. Поэтому, ну, бывают у них там всякие нюансы в развитии, скажем так. Ну, хотя тоже некоторым нравятся такие крупные, большие рыбки. Так, опять мы перенеслись на второй ярус. Здесь по-прежнему такой микс. Красные, розовые, желтые. Ну и вон там в углу самец черный анциструс, что там чистит. Ну, по крайней мере, пока нереста здесь не было. Хотя вот этот вот самец вот сейчас находится здесь в левом углу, да? Вот у него на этой неделе была вон там икра под компрессором. Дал я ему пару дней, он там с ней позанимался, а потом я просто эту икру забрал и отдал. Вот. Ну, также здесь вот тернеции. Такие достаточно крупные. Все у рыбок нормально. Вот здесь тоже 2 самца собрались в углу анциструса и танцуют. Один перед одним. Не могут уступить место. Самка вон тоже сидит. Тоже не может предпочтения никак выбрать то ли одному, то ли второму. Синяя тернеция тоже чувствует, что скоро будет ужин. Тоже вся находится у передней стеночки. Анциструсы тоже сюда подошли. Получат свою дозу гранул. Тоже все нормально, развиваются хорошо. В этом аквариуме тоже у нас здесь гуппи. Немного голубого неона, но он уже такой поживший, скажем так. Тернеции, анциструсы, крапчатые сомики на дне. Ну, все уживаются нормально. Все мирные рыбки. Еды хватает. Водичка чистая, чувствуют себя рыбки хорошо. Крапчатая компания, 5 рыбок на этой неделе уехала. Но все равно компания такая нормальная. Постоянно здесь они дают мне икру. Но я ее, конечно, не убираю. Потому что, ну, некогда этим заниматься. Но бывает икра на стеночках. Рыбка не рестится. В соседнем по-прежнему подростки анциструсов. Вот такие они уже достаточно крупные. И тернеция разного калибра. Преимущественно оранжевая, желтая,
Но есть немного розовой. Тоже достаточно крупные рыбки. В ожидании вечерней трапезы. А вот еще один аквариум на верхнем ярусе у нас. Вот такое количество тернеции, тоже разноцветной. Готовы поужинать. Ну и, конечно же, бригада Данио разноцветных. Эти кушать хотят всегда. И утром, и в обед, и вечером. Только давай. Съедают все подчистую. Иногда даже сомикам не хватает. Приходится сомикам после выключения света еще добавлять. Ну, прожорливая рыбка. Просто прожорливая. Но чувствует себя нормально. Водичка теплая. Подмена была проведена. Ну, все нормально. Здесь же на втором ярусе вот у нас еще компания Venezuela Orange сомиков. То же самое, охотно нерестятся в этом аквариуме. Но здесь, конечно, самочек поменьше, самцов побольше. Тут у них такой сборная солянка. Чувствуют себя нормально. Развиваются хорошо. Тоже готовы уже принимать пищу. И на третьем ярусе вот еще компания Тернес. И таких тоже достаточно уже взрослых. Но я все надеюсь, что мы их начнем нерестить скоро. Еще немножко, пускай потеплеет. Чтобы стабилизировалась свет, чтобы не отключали. Вот. Ну, уже более-менее наладилось. Но все-таки нужно подождать еще немножко. Будем пробовать. Мне самому уже хочется это сделать. Вау, друзья, смотрите, какой сюрприз. Стал давать рыбкам кушать, смотрите. Вон у нас такая кладка икры конкретная. Тернеции, как всегда, не дают нам ничего поснимать. Вон, смотрите, батяня. И вон у него там желтенькая такая кладочка красивая. Вон она ее четко охраняет. Вот такой красавчик. А вон, наверное, и самочка за распылителем сидит, наблюдает. Вот смотри, как он агрессивно настроенный. А может там две кладки? Ну, сейчас пойду присмотрюсь. Да, там все-таки две. Вот самочка одна молоденькая справа. И вон там та, которая постарше. Вот самец отнерестился с двумя. Кстати, эти анциструсы давно не нерестились. Я думаю, ну, год точно. И вот теперь такой у них небольшой приплод. Ну, как небольшой. Я думаю, там больше сотни икринок. Ну, вот как-то так. Так сказать, весна пришла. Все расцветает, размножается. Вот и сомики не заставили задерживаться в этом процессе. Друзья, вот такое коротенькое видео у нас получилось. Напоминаю, что внизу в описании под видео есть ссылки на плейлисты различной тематики. Кому интересно, посмотрите. Возможно, какие-то видосы из них помогут вам в размножении аквариумных рыбок. Возможно, кто-то будет строить разводню. Там есть плейлист о том, как она строилась, как я делал все оборудование. Клеили аквариумы, проводили магистраль, воздушную, водную. Сам клеил. Ну, в смысле, фильтр для разводни. Поэтому, кому интересно, загляните в описании, там есть эти ссылочки. Всем вам желаю хорошего настроения, здоровья, конечно же, удачных нерестов и до встречи на канале Разводня как хобби. Пока-пока.